то Model Y выглядит просто обмылком. Это вообще не Honda, это вообще не Acura, это Chevrolet. Давайте ускорим, боремся. Я не ожидал, что она так ускоряет. Точно не покупать версию Type S. Кроме маркетинга там ничего нет. Charger unavailable, unavailable, unavailable. Ну это просто издевательство какое-то. Первую свою Honda я купил много лет назад, когда моя жена была беременна первым ребенком. И продал ее со слезами на глазах, когда у нас родился второй ребенок, потому что машина была, представьте, двухместная. Да, я 2 года и уже с 2 детьми ездил на двухместной машине. Настолько мне нравилась эта Honda. Поэтому, если вдруг вам покажется, что каким-то образом я придираюсь к Honda, либо к бренду Acura, то вам только это покажется. Потому что на замену своей той Honda я искал в том числе и Acura MDX. Но предыдущего поколения Acura MDX в те годы стоило достаточно дорого. Поэтому я пошел другой дорогой. Но она вернулась к нам на тест. Это новое поколение Acura MDX. Я с удовольствием на ней покатаюсь и покажу все вам. И с удивлением для себя я уже сразу обнаружил, что это вообще не Honda. Это машина, которая не имеет ничего общего с предыдущим поколением Acura MDX. У нее абсолютно другая идеология, другие фишки. Она по-другому едет, по-другому себя ведет, собрана на других фабриках. Что это такое, мы будем разбираться с вами в этом видео. Привет, друзья! Как рекламирует Honda этот автомобиль? Это самый мощный внедорожник в истории Acura. Здесь 500 лошадиных сил, невероятный крутящий момент и разгон 4,3 до 100. Здесь нет неправды. Все действительно так. Только в версии Type S. Есть версия Type S этого автомобиля, и раньше у MDX не было такой версии. И здесь Honda, Acura и все остальные автопроизводители объединены одним и тем же паттерном. Когда они выкатывают что-то новое и электрическое, они стараются это прикрутить к старому бренду. Ford так делал с Мустангом, да, выпустили Ford Kuga, назвали его Mustang, продают за очень дорого, потому что считают, что люди будут покупать Mustang, и не сильно ошибаются. Люди действительно покупают Mustang больше, чем, допустим, если бы они назвали этот кроссовер электрическим Ford Kuga. Также Ford F-150. Ford F-150 в электрической версии отлично продается, лучше, чем если бы они его назвали каким-то другим названием. Хотя это и действительно есть Ford F-150, и нам он даже нравится. Chevrolet свой топовый электромобиль выпустил под брендом Hummer. Это крутой, огромный, мощный, достаточно дурацкий внедорожник. Посмотрите его обзор на нашем канале. Здесь Honda выкатывает свои самые сильные фишки. Это Type S. Type R у нас версии нету, но есть версия Type S. Чем она еще примечательна? Тем, что у нее может быть пневмоподвеска, и эта пневмоподвеска может опускаться тогда, когда вы к машине подходите. Что еще мне очень нравится? 102 киловатт-час батарея. Это больше сотни. Это, конечно, не то, что сейчас выпускают китайцы, но так как китайцев на американском рынке нет и в ближайшее время не планируется, 100 киловатт-час – это около абсолютный максимум. Это прям много. Но и машина больше. Поэтому получаете вы пробег меньше 300 миль, а 300 миль – это уже тоже определенный стандарт в электромобилях. Меньше, чем 300 миль нет смысла что-то выпускать, либо это что-то должно стоить намного дешевле. Поэтому в версиях полноприводных и версиях заднеприводных эта машина выходит за 300 миль. Машина, что мне нравится, и я всегда на это обращаю внимание, очень пропорциональная. То есть колеса достаточно большие, она широкая, у нее такой приземистый силуэт. Капот немножко вытянут, потому что это у нас Acura, а Acura в последнее время в дизайне старается вытянуть капот. И морда у нас даже имеет немножко отрицательный наклон, такой акулий наклон. Если рядом посмотрим на Model Y, то Model Y выглядит просто обмылком по сравнению с этой красотой. Но что мы потеряли? Естественно, очень часто, когда мы работаем над внешностью, и нам важно продемонстрировать какой-то правильный силуэт, узнаваемый, часто мы теряем в аэродинамике. И эта машина не исключение. Конечно, до Model Y ей далековато, но в целом батарея 102 киловатт-час, конечно, это все компенсирует. Колеса 20-е,
конкретно на этой полноприводной машине. Если машина у нас будет Type S, то колеса могут быть даже 22-е. Как оказалось, багажник, тот, который мы имеем здесь, он, видите, достаточно высокий. У него также нету здесь большой ниши. Наверное, с точки зрения практичности, в Acura поместится чего-то реалистичного больше, потому что он более квадратный. Но с другой стороны, смотрите, наклон спинки у нас больше, и сама глубина багажника намного меньше. А здесь прям наклон спинки меньше, но здесь его можно регулировать, я думаю, в Acura тоже. И глубина багажника, ну, явно больше. По объему пространства в салоне Acura выигрывает, причем выигрывает нормально. Неизвестно, кто кто придумал садиться сам за собой, но вот я сажусь сам за собой. 1,92 м, я коленями, в принципе, касаюсь сиденья, и я головой касаюсь потолка. Если не выпендриваться, закрыть двери, спустить колени чуть вперед, сесть вот так вот, как бы больше наклониться, то вполне очень и очень. И здесь я еще могу понаслаждаться крышей. Но крыша панорамная, обратите внимание, какая она узенькая. То есть это тоже особенность вот этой конструкции шевролетовской, потому что это так или иначе бензиновая платформа. Давайте посмотрим, что у нас под капотом. Раз, два. Интриги большой нет. Здесь самое главное, да, чтобы мы не забыли, что это Acura. Да, это наклеечка сверху на пластике. Потому что если мы пойдем глубже, вот так поотрываем эти все пистоны, да, и пойдем сюда, то здесь у нас начнут появляться значки GM. Вот здесь это все выглядит, как будто бы здесь стоит V8. А это просто чарджеры стоят, блоки питания. Я не знаю, как так случилось, но многие автопроизводители принципиально не ставят передний багажник. Это мы особенно немцев замечаем. И немцы даже не скрывая того, что не хотели его ставить, потому что там пусто. Здесь вроде как все так заполнено, что и нету места. Не знаю, если им хочется в каждом обзоре каждого блогера чувствовать, что их поливают чем-то, то, наверное, для чего-то это нужно. Кстати, закрывается тяжело, и я вот, кстати, обратил внимание, что здесь уже вмятинки появились. Это уже кто-то до меня его закрывал. Да, вот так, с разгона. Так, основной меня смущающий фактор внешности этого автомобиля — это вот этот вот ходовой огонь подсветки решетки. В принципе, когда ты смотришь на него вблизи и при свете дня, выглядит он, ну, достаточно хорошо. То есть не выглядит как что-то, что мы сюда засунули, купив перед этим на AliExpress. Но когда мы видим это ночью, часто, она то ли иногда запачкана, то ли под каким-то углом. Но как раз выглядит это как что-то с AliExpress. Поэтому, ну, наверное, в своей машине я бы эту штуку отключил. И больше, в принципе, претензий к внешности нет. Никаких фейковых решеток. Ну, чуть-чуть по бокам, но это минимум. Никаких странных решений. Все, в общем-то, выглядит достаточно гармонично. Больше всего мне нравится именно эта широченная морда. Вроде как у нас все нормально. Это хорошая машина. Она хорошо выглядит, у нее хорошая батарея, у нее хороший запас хода. Так в чем же, в общем-то, у нас минус? Или к чему, в принципе, можно придраться? Только к одной маленькой мелочи. Это вообще не Honda, это вообще не Acura, это Chevrolet. Я был удивлен. Acura выпускается на платформе Chevrolet, на которой выпускается и Cadillac Lyriq, и Chevrolet Blazer, и Honda Prology, выпускает Acura MDX, и все это выпускается на одном заводе. То есть, по большому счету, с завода делает Honda то, что мы делали с нашим проектом Gullwing. Мы полностью меняли кузов, мы брали все те же узлы и агрегаты, которые принадлежат Тесле. Это двигатели, батарейки, компьютеры, это все, что отвечает за эффективность. Чарджеры, автопилот, мультимедиа-систему. Все это брали и переносили вообще в другой кузов. Ровно то же самое произошло с этой машиной.
То есть все, что касается эффективности, комфорта и всего остального, все перенесено в другой кузов с другими стилистическими решениями. То есть можно ли на этом заканчивать обзоры и идти, допустим, снимать Cadillac Lyriq? Ну, я думаю, нет, потому что точно так же, как и наш проект Gullwing, на дороге вы все равно ощущаете немножко другой автомобиль, немножко другая позиция водителя, немножко другие настройки подвески, немножко другая аура в середине, по-другому расставлен дисплей, и вы, в принципе, несмотря на то, что вы понимаете, что вы, в общем-то, находитесь в Шевролете, либо в Кадиллаке, Lyriq, а вы так или иначе чувствуете, что другой автомобиль, он чем-то интересен. Ну, в общем, едем, разбираемся. Так. Значит, первый желанный тест-драйв. Я уже, конечно, настроил все перед тем, как ехать. Настроил уже все под себя. Первая неожиданность — это рычажок переключения передач. Он ровно такой же, как во многих других машинах, но он не включается просто вперед-назад. Его надо потянуть немножко на себя и вниз. Но это потому, что я редко езжу в автомобилях Chevrolet последних поколений, поэтому меня это удивляет. Потому что, в общем-то, он оттуда. Как и многие другие кнопочки, и многие, кто сейчас видит то, что происходит, они, в принципе, могут узнать. Давайте покажу ближе. И вот, допустим, кнопки стеклоподъемников, кнопки на карте дверей, да. Кнопки климат-контроля. Я не знаю, или это шевролетовская история. Первое ощущение — это широкая, большая, удобная машина. Очень высокая дверная карта, мне это нравится. Узенькие стеклышки, сразу же в машине становится уютно. Торпеда у нас даже немножко приподнята, то есть даже подчеркнуто приподнята. Вот, обратите внимание, какая у нас здесь линия. Точно такая же линия появилась, кстати, в Model 3, но не такая сильно выпученная. По месту над головой. Ну, по ощущениям достаточно, когда щупаю над собой, вроде как не так много. Но вот здесь вот этот вот угол, который скрывает, который удерживает панорамную крышу, он, да, достаточно массивный. Здесь, кстати, у меня и дополнительный динамичек, и микрофончик. Впервые среди всех автомобилей Honda и Acura в машине акустика Bang & Olufsen. Я вам ее особенно не продемонстрирую, но звучит солидно, звучит хорошо, без никаких проблем. Здесь 18 динамиков, и это одна из отличительных черт конкретно Acura по сравнению с другими автомобилями на этой же платформе. Еще что здесь есть, чего нет часто в шевролетах, есть Android и Apple CarPlay, и ее Honda прикрутила через какой-то свой вариант под настройки. Телефон и зарядка телефона. Вот она здесь, в этом месте, там, где мы хотим видеть зарядку телефона, у нас только такая полочка, достаточно удобная полочка, прорезиненная, здесь, чтобы наши вещи не скользили. Смотрите, кстати, как круто можно вывести навигацию прямо на центральный дисплей. У вас остается только самое необходимое, это скорость, это круиз, это потребление прямо сейчас, на данный момент, если для вас это необходимо. Ну и главное, огромная навигация, широкая, под углом, где вы можете видеть все, что вам нужно. И вот этот дисплей, он как бы не то чтобы даже сильно нужен, по большому счету, если у нас есть вот такой вот многофункциональный дисплей перед водителем. Продвинутого круиз-контроля у вас нету. То есть Chevrolet также шерит с этой машиной и свой Super Cruise, который Acura назвали немножко по-другому, но по сути это достаточно приличный автопилот, ну, который можно сравнить с моделями 2016 года Model S. Он едет нормально, отлично рулит, достаточно смелый, может перестраиваться, но конкретно в этой машине его нет. Здесь есть только адаптивный круиз-контроль, который, в принципе, сигнализирует, если вы выезжаете за полосу. То есть здесь должны быть еще кнопочки дополнительные, которые показывают, что у вас есть суперкруз. Ну и давайте так, что мне было интересно с самого начала, вообще, почему я взял эту машину на тест-драйве, что я хотел проверить. Конечно же, не кнопочки, не жесткие пластики, которые здесь есть, не насколько регулируется заднее сиденье, регулируется в двух положениях, все остальное, все это
Все это вы можете увидеть, наверное, во многих обзорах, и все это вас не удивит по сравнению с одноплатформенными машинами. Мне было интересно, смогут ли Honda Acura сделать так, чтобы эта платформа от Chevrolet стала все-таки Honda или хотя бы Acura. Это такая чуть более диванистая версия Honda. Давайте ускоримся. Слушайте, я не ожидал, что она так ускоряет. А звуки, кстати, она постоянно издает вот эти звуки на медленной скорости, при ускорении и так далее. Все это можно отключить, все это регулируется. Ускорение у нас пришло, потому что это электромобиль. И электромобили у нас медленные бывают достаточно редко. Ну, то есть надо стараться, чтобы они такими стали. Но что касается управляемости, руль, он такой налитый. То есть вроде как ощущение, что вы сейчас будете входить в поворот как-то более резко, дерзко и так далее. Но по большому счету это только ощущение. Но я ожидал немножко большего. Особенно, когда ты видишь такой приземистый, широкий, такой прям мускулистый силуэт. Что я рекомендую? Точно не покупать версию Type S, потому что кроме маркетинга там ничего нет. Вы просто получите больше цену, вы получите ниже профиль, вы получите жестче подвеску и не получите Type S, собственно. Никакого Type S вы там не увидите, поэтому никакого смысла в этом тоже нет. Мне кажется, что вот эта версия, это полный привод, 2 двигателя, пружинка, Bang & Olufsen, панорамная крыша, вот такой вот спек, с таким количеством опций, это около идеальный вариант. Что бы я сюда включил? Я бы сюда обязательно включил шевролетовский Super Cruise. Потому что все-таки без автопилотируемых каких-то вещей, без современных историй, которые помогут вам экономить время в пробке и на хайвее, когда просто скучно, когда мы сидим и просто смотрим на впереди идущую машину. Наверное, без этих вещей уже в современном мире сложновато. Непонятное ощущение от этого автомобиля, потому что конкретно Honda я здесь не получаю такого резкого японского BMW. Я здесь не нащупываю никак. Но свет в конце туннеля все-таки есть, потому что Honda на этом не останавливается. Это как бы первая проба. Сейчас эти машины распродаются со скидками. И вообще по цене мы поговорим чуть позже. Это прям интересная история, которая связана с этим автомобилем. Поэтому не надо его списывать со счетов. Может быть, на дорогах он будет появляться, но уже после того, как его купят некоторые первые владельцы, либо после того, как он уже будет экспортироваться из США на другие рынки. Значит, свет в конце туннеля, который видит Honda, это концепт RSX. На сейчас это красивые картинки, которые многие умеют делать. Мы можем выкатывать концепты хоть каждый день, в этом вообще нет никакой сложности. Сложность в том, что это полностью новая архитектура, которая сделана с нуля компании Honda. И на ней будет выходить, естественно, Acura и какие-то модели Honda. И вот здесь, мне кажется, может быть что-то действительно яркое, что-то действительно, из чего Honda сделает прям вот ту машину, которую мы любим. С классной управляемостью, иногда с меньшей шумоизоляцией, чем хочется, иногда еще с какими-то косяками. Но та Honda, которая будет радовать нас именно за рулем, именно радовать рулежкой. Ну что, идем заряжаться. Первое, очень удобно, как в бензиновых машинах. Acura показывает здесь стрелочкой, с какой стороны у нас горловина бака. Она у нас с левой стороны. Но в отличие от бензиновых машин, где все достаточно просто, потому что все горловины обычно находятся сзади, кроме Porsche, здесь у нас есть варианты. И здесь горловина оказалась слева, но спереди. И я подъехал так, что мне надо будет тянуть сейчас этот проводок. Но это все дело привычки. Господи, что там такое? Подсоединяется у нас система к машине. Я надеюсь, что первый раз все пройдет вообще прям безоблачно. Может быть такое? Не пройдет безоблачно. Это же не то, что я приехал, нашел неработающую колонку, показываю. Нет, это просто каждый раз я сюда приезжаю с каким-то новым Tesla-заменителем. И вот у меня начинаются танцы с бубном. Просят меня звонить. У нас свободна другая станция, я звонить не буду. Я подъеду
сразу туда. Ёлки-палки. 2 руки надо взрослому мужчине для того, чтобы всунуть заряд. Charger unavailable. Unavailable, unavailable. Ну это просто издевательство какое-то. И крышечки, смотрите. Вот я сейчас буду возвращаться на предыдущий чарджер. Мне надо сделать 1, мне надо сделать 2. А что из этого я делаю в Тесле? Ничего, там просто крышка одна, и она закрывается автоматически. Смотрите, закрыл зарядку, но теперь надо останавливаться, перезакрывать ее снова. Потому что недостаточно хорошо я ее закрыл. Недостаточно хорошо закрыл зарядку, которую я в принципе не должен закрывать. Да, вот она щелкнулась. И тут хочется после этого сразу задать себе вопрос. А купил бы ли я эту машину вместо Model Y? Я, наверное, нет. Потому что все-таки я привык к огромному количеству вещей, которые я получаю в Model Y уже по умолчанию. Вот так вот. Быструю зарядку, о которой я не думаю. Просто включил, зарядил, поехал. Лючок зарядки ежедневно, который надо открывать, закрывать, я его не открываю, закрываю. Он это делает самостоятельно. Оптимизация, которая на высочайшем уровне. Я не думаю, что какой-то автопроизводитель, наверное, Lucid, вот сейчас Lucid очень сильно борется за лучшую оптимизацию, и может быть они лучше. Но у них нет такого кроссовера, как Model Y, пока что есть более дорогой. Кому эта машина подойдет? Тому, кто проезжает меньше, чем 200 миль, 300 километров в день. Тому, кто каждый день может иметь зарядку 7 киловатт-час и ежедневно использует эту машину. В таком варианте это комфортная, хорошая машина, которая будет наверняка лучше, чем любой из ваших бензиновых кроссоверов, который у вас был. Там, скорее всего, если вы не какой-то фанат ДВС, если вам не надо какое-то рычание или что-то типа того, эта машина спокойно вас будет перемещать с точки А в точку Б, и даже в некоторых частях дороги, там где скорость будет выше 50-60 км в час, даже будет обволакивать вас комфортом. Поэтому для меня нет, для кого-то точно да. Значит, заканчивать будем на еще одной вещи, которая меня, когда я это изучал, очень сильно удивила. Потому что я думал, налоговые вычеты и все остальные фишки, которые дают современным электромобилям, они для всех электромобилей, которые сделаны в США, абсолютно одинаковые. Если вы помните, эта машина у нас собирается на американской фабрике в Теннесси. И странно, но налоговые льготы на этот американский автомобиль не распространяются вообще. То есть стоимость машины у нас MSRP вот этого автомобиля $68 500, а, допустим, Tesla полноприводная такая же будет стоить $48 900. Ну, то есть, условно, там 20 тысяч разница. Но с Теслы вы еще получите налоговые вычеты, льготу получите в размере $7 500. На $30 000 Tesla Model Y будет дешевле по сравнению с MDX. Налоговый кредит в $7 500 сильно бы подтолкнул продажи этой машины. Но она их не получила, потому что использует батареи LG из Южной Кореи, не удовлетворяет требованиям по domestic content и не включена в список IRS, это налоговая служба Америки, как qualified vehicle. И в принципе, настолько ли лучше эта Acura, чтобы ее купить на $30 000 дороже, то есть условно вы можете дотянуться и купить еще одну Model 3, вместо того, чтобы доплачивать за эту прекрасную Acura. Но американский рынок на то и американский, что он обладает иногда какими-то чудесами, потому что есть у вас возможность купить просто за деньги, есть у вас возможность купить в кредит, а есть у вас возможность взять машину в лизинг. И, допустим, если вы будете брать Long Range Model 3 в лизинг, она вам будет обходиться где-то 430, 450, 407. Они постоянно меняют акции, меняют предложения, и в зависимости от того, какой первый взнос у вас будет и так далее, цена меняется. И эта Acura стоит тех же самых денег, как и Tesla, если вы будете платить лизинг помесячно. То есть, по большому счету, это вполне
реальная цена, вполне адекватная цена за такого рода автомобиль. Если вы покупаете его в лизинг, либо покупаете его бэушным, потому что я не думаю, что на бэушном рынке цена будет тоже держаться сильно высоко. Неожиданно, но вполне адекватная машина, вполне адекватный ценник. Еще раз, если не покупаете просто новую, идете. Побольше бы таких машин выходило на современном рынке, было бы нам интереснее снимать рубрику Tesla-заменители. В ней или в других рубриках и увидимся на нашем канале. Поэтому подписывайтесь, увидимся, пока.